Пароход, севший на мель, Princess May, был построен в 1888 году и эксплуатировался под разными именами. Этот пароход, хотя и служил под другими именами, но наиболее известен как Princess May. Построен и спущен под названием Кэс в городе Хёберн компанией Хоторн Лесли для торговой компании Формоуса. Имел длину 76, ширину 10 метров. Мощность обеспечивалась двумя двигателями, каждый из которых приводил в движение отдельный винт. Служил в прибрежной торговле в Китае с 1888 по 1901 год. Во время службы на побережье Китая на борту поднимался мятеж, и пароход подвергся нападению пиратов. В 1901 году была создана береговая служба канадских Тихоокеанских железных дорог, действовавшая в Британской Колумбии, хотела, чтобы пароход удовлетворял высокий спрос на перевозки по маршруту на юго-восток Аляски. К тому времени пароход работал под именем Хатинг. Береговая служба приобрела его и в мае 1901 года переправила его через Тихий океан к западному побережью Канады. Это был первый пароход, приобретенный недавно сформированной береговой службой Канадской Тихоокеанской железной дороги. Начиная с 27 мая 1901 года, уже под именем Princess May, пароход находился на маршруте протяженностью 1300 километров. Из Ванкувера, Британская Колумбия, вдоль побережья в Скагуэй, Аляска, курсируя попеременно с островитянами. 5 августа 1910 года Princess May, отплывший из Скагуэя с 80 пассажирами, 68 членами экипажа и партией золота, в густом тумане двигался на юг по каналу Лин. На скорости около 10 узлов пароход сел на мель на скалах у острова Сентинел, где находился маяк. Был прилив, и инерция вынудила его сильно прижаться к скалам. При этом носовая часть торчала вверх под углом 23 градуса. Это привело к ряду фотографий затруднительного положения парохода, которые были проданы по всему западному побережью. Пароход был оснащен беспроводной связью, но в то время не было стандартной практикой оснащать беспроводной набор дополнительным питанием от батареи. Таким образом, если на пароходе пропадет электроэнергия, беспроводная связь тоже выйдет из строя. Это и произошло, когда машинное отделение затопило. Оператор беспроводной связи не успел подать сигнал бедствия, как отключилось основное питание. Быстро соображая, он побежал к машинному отделению, где к тому времени вливалась вода по пояс. Оператор соорудил импровизированное электрическое соединение с телеграфной батареей машинного отделения и, используя его, смог отправить беспроводной сигнал бедствия до того, как машинное отделение было полностью затоплено. Непосредственная близость Сентинел-Айленда позволяла безопасно эвакуировать пассажиров и команду, а также выгружать партию золота и почту. Позже пассажиров и экипаж подобрал пароход Princess Anna и другие спасательные суда и доставили в Джуна. На корпусе было повреждено более 120 пластин. Машинные отделения были затоплены, и пароход не мог двигаться самостоятельно. Чтобы снять Princess May со скал, владельцы наняли капитана Логана и базирующийся в Сиэтле спасательный буксир Санта-Крус, а также Уильям Джолифф, один из самых мощных буксиров на побережье Британской Колумбии. Были построены временные фарватеры и взорваны скалы, и после нескольких неудачных предыдущих попыток 3 сентября 1910 года спасатели смогли снять пароход с мели и отбуксировать его в порт. Стоимость спасения и последующего ремонта составила $115 тысяч. В 1911 году, во время ремонта,
пароход был переведен с угля на мазут. Котлы, работающие на жидком топливе, имели много преимуществ. Нефтяное топливо резко сократило время простоя котла настолько, что оказалось, что 2 мазутных котла могут выполнять работу 3 угольных котлов. Нефтяное топливо также позволило значительно сэкономить на трудозатратах. Один человек на судне, работающем на мазуте, мог выполнять работу, для которой на судне, работающем на угле, потребовалось бы целых 18 кочегаров и 9 триммеров. Заправка также стала намного проще и быстрее. В 1919 году пароход был отправлен в Карибское море. В начале 1930-х был потоплен в результате столкновения с айсбергом.